15 июня 2022 года. 111-й день войны. Последнее время я занимался вопросом самоидентификации. Предыдущую неделю именно эта мысль крутилась в моей голове. Превалирующее количество времени. Мысль простая, но состоящая из тонны вопросов. На каком языке говорить, думать, что есть культура, как я отношусь к россиянам, как я отношусь к самому себе. Такие размышления навеяло украиноязычное сообщество Ютуба. По мнению меня и моего окружения, каналы, которые я начал смотреть, слишком националистичные. Национализм – идеология и политика в национальном вопросе, основа которых – трактовка нации как высшей ценности и формы общности. С экранов своих гаджетов я потреблял огромное количество утверждений, что треба обрати свою мову, треба самоідентифікуватися, треба відрізнятися від загарбників и так далее и тому подобное. За неделю и даже более тяжелых размышлений я пришел к выводам, черту под которыми поставил сегодняшний сон. Мне приснились украиноязычные блогеры, толкующие вещи, описанные выше. Потом приснился Алексей Арестович, одной фразой давший понять, что надо оставаться человеком. Среди всего прочего, попадающего в сферу моего внимания, Алексей Арестович говорит очень умные вещи. Потом в левом нижнем углу экрана появился хомяк на фоне карты Украины. Цельной, полностью цельной, с временно оккупированным Крымом. И начал рассказывать, что Западная Украина всегда дышала в сторону Запада, Восточная Украина дышала в сторону России, а центральная часть, север и юг, оставались как раз той самой Украиной, которая должна быть. Мы маленькие люди, мы ничего не решаем и сделать ничего не можем. Этот вопрос не был затронут во сне, но он тоже постоянно крутится в голове. Если в стране демократия, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии, то каждый человек в силах повлиять, как следует из определения. Но если в стране автократия, одна из форм политического режима, который стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или советом, где совет-парламент всегда подчиняется этому самому одному лицу, тогда совсем другое дело. Тогда действительно, мы ничего не решаем, мы маленькие человеки, не трогайте нас, пожалуйста, и хватит во всех чатах орать, что у вас война, задолбали уже. Но если посмотреть с другой стороны, то не виновны ли эти самые маленькие люди, что допустили автократию? Стоит ли из-за подобного мышления относиться к людям хуже? Я думаю, что нет. Стоит ли продолжать пытаться достучаться до таких маленьких людей? Я думаю, да. Потому что в конечном итоге роль играет, поддерживает ли человек войну. При условии, что с этим человеком еще можно общаться. Мне пришлось убрать из своего круга общения очень много людей, которые прямо или косвенно поддерживали и, возможно, продолжают поддерживать войну. Тезисы их всегда одни и те же. Формулировки практически не претерпевают изменения. Все не так однозначно. Прав победитель. А вы посмотрите на бойцов Азова, у них татуировки. Украины не существует и так далее. Тактика информационной войны России эффективна на короткой временной дистанции. И, как я услышал в одном анекдоте, 3 правила российской дипломатии. Первое. Говорите, что у вас есть неопровержимые доказательства, но никогда их не предъявляйте. Очень похоже на правду. Взять того же Карташенко, у которого была карта. Я карта! Я карта! Да-да, та самая. На любой довод говорите Это был второй пункт. И третий пункт. Если вас загнали в угол, скажите, что ваш оппонент пидор, и убегайте. Почему такая тактика эффективна на короткой временной дистанции? Потому что база бездоказательная, созданная только для отвлечения внимания на короткое время, за которое можно придумать еще сотни и тысячи отговорок. Им говорят: там люди гибнут под бомбежками. А в ответ: ой, посмотрите, на видео якобы трупа рука дернулась. Или
«У вас там нацисты!» Или «Мы придем тихонечко уничтожим ваше население, всех несогласных с политикой нашей партии, и все, так что тебе бояться нечего». А я-то как раз тот, кто не соглашался. Или Где вы были эти 8 лет? Или «А у вас там биолаборатории тренируют боевых гусей и бакланов дальнего действия, чтобы вирусы, предварительно проверив паспорт, уничтожали русских». Боже, я как кончен. То есть на любой аргумент, на любой вопрос следует оторванный от контекста ответ, который выбивает тебя из колеи на некоторое время, пока ты пытаешься доказать, что ответ несостоятельный, что виноват тот, кто напал. Следует еще и еще больше несвязных отговорок, а в конечном счете ты понимаешь, что разговор уже давно потерял смысл, и с этим человеком уже не стоит общаться. Давай я расскажу тебе немного о себе, о том, как я получал свою политическую грамотность и каких трудов стоило мне не сойти с ума. 24 февраля 2022 года в 5 часов утра раздались взрывы по всей Украине. Я позвонил жене, которая на тот момент не спала, и попытался, нервничая сам, успокоить ее. Получилось достаточно хреново, и это скорее она меня успокоила, чем я ее. Было очень страшно. Каждая ракета отзывалась дрожью во всем теле. Мне уже трудно припомнить, сколько всего произошло, но как раз примерно на следующий день со мной решил поговорить один рашист, обвинивший меня в том, что я украинец. Для более полного понимания картины я общался с ребятами из России, и мы играли в стрелялку, так называемый PUBG. Некоторых тогда еще людей я знал очень долго, на протяжении 3 и более лет. И вот первый вопрос, ставший передо мной: «Где Зеленский?» Это было как удар обухом из-под тишка, и я тогда, еще доверяя рашистам, ответил, что лежало на душе. Что Зеленский, естественно, в Украине. На что он в общем чате прилюдно обосрал меня, и я его заблокировал. На удивление, поддержавшие меня тогда люди по большей части отсеялись. Больше в том чате рашистов я не состою. Но за первым последовал и второй. Кодовое имя Печенка. Потому что сидел в печенках. Он сказал, что хочет остаться со всеми друзьями, что оскорбивший меня человек был пьян, как будто это дает ему какое-то оправдание. И окончательно черту подвел я, заблокировав уже второго по счету. За это время, жил я в деревне, я успел пожить неделю в подвале и почувствовал себя именно что хомяком. Там же в подвале я встретил свое 30-летие. Было страшно, а слова маленьких людей давили на психику очень сильно. Помню, я сидел на диване на 1-м этаже и плакал в трубку одному бывшему другу, что мне страшно. Тогда он меня поддержал. Но потом он выбрал сторону, которую хотел. Отвалились от меня люди все по одной и той же причине. Война. Мы вас, освободители, успели задолбать уже тогда, еще в первый месяц войны. На 3-ю неделю моего пребывания в доме я перебрался на 1-й этаж. Это было еще не слишком стабильное психическое состояние, но уже было полегче, и я начал приходить в себя. Я успел познакомиться с несколькими новыми хомячками, с которыми, благо, общаюсь до сих пор. А пока я жил в подвале, я написал стих. «Слепые котята из ваты. Все друзья как друзья. Не друзья, а слепые котята. Собираются вместе в мешок, чтобы в нем утонуть. Мне глаза застилает, в ушах застревает вся вата. Я издам только робкий смешок, их мозги не вернуть. Палкой тычет один, в интернете мне правду сказали. Вторит кто-то другой. Ты меня захотел обмануть. Ты мне больше не друг. Ты церковная мышь на вокзале. Хочешь мнение чье-то украсть и отправиться в путь. Друг, ты мне не скажи, что по-быстрому что-то исправишь.
Друг, ты больше не можешь смотреть моей смерти в глаза. Друг, меня ты прости, но на пристани ты не оставишь, это мнение свое, так что быстро в мешок залезай. По мнению очень большого количества людей, данное стихотворение провокационное. Благодаря этому стиху от меня отвалился сам еще один человек. Он потянул за собой целую кучку людей. Не одного, а нескольких. Потому что, как я понял впоследствии, дружить с врагом себе дороже. И те, кто общался с моими врагами, врагами Украины, в конечном счете отправились в вечный бан. Да, я сидел в подвале, потому что было страшно. Да, это сводило меня с ума. Да, спустя некоторое время меня из дома забрала жена, и я пожил в центре города. Да, в военную часть, что находилась в селе, прилетели ракеты. И меня как раз не было там в этот момент. А потом ракеты сыпались еще и еще. Казалось, им не будет конца. Попадали то в магазин, то в дом отдыха. Одна ракета попала в жилой дом. И когда я разговаривал с теми, кого впоследствии удалил из круга своего общения, они воспринимали смерти людей как что-то само собой разумеющееся. Типа, ну не повезло, но ты же живой. Вот сиди и не вякай. Но как я могу молчать, когда вокруг умирают мои земляки? Когда в моем городе умирают люди? Человек такая скотина, что ко всему привыкает. И я уже претерпелся. Невозможно поддерживать в себе постоянно остроту чувств. Они притупляются, и это закономерно, иначе можно сойти с ума. Несколько раз за это время я был на грани. Вот еще чуть-чуть и повезут меня в дурку, как сумасшедшего. Спасибо маме, она дала мне номер психолога, благодаря которой я еще держусь на плаву. Лиля, вам отдельное спасибо. Спасибо моему окружению, которое по мере возможностей и сил поддерживает во мне веру в человечество. Так что же там с моей самоидентификацией? В конечном итоге я останусь тем же самым хомяком, который прошел некоторый жизненный путь, чуть более сложный, чем раньше. Да, мне хочется сказать это, чтобы услышали все, но услышат лишь те, кому это надо услышать. И это правильно.